Всем привет! Замечательный солнечный день в Ливерпуле. Правда, мои съемки будут проходить сегодня в основном не при солнечном свете. Марин играет сегодня поздно вечером. Это Мидвик. Короче, к этому мы еще вернемся. Сначала я хочу вам просто рассказать немножко про это место, Кросби. И сейчас мы отправимся сначала на пляж, пока не стемнело. Темнеет быстро, все-таки почти зима. И расскажу вам кое-что. Тут даже определенные связи с Барселоной есть. В общем, погнали! Ну и важный дисклеймер, я всегда пишу это под видео, но никогда не проговариваю. Обязательно включите субтитры прямо здесь на ютубе в настройках. Будет английская речь. Вот это живописное место, где я сейчас иду, это Большой Кросби, а есть еще маленький Кросби, Литл Кросби. Это деревня, которая примечательна тем, что это, возможно, самая старая католическая деревня в Англии. Она принадлежала семье Бландл, которые отказались от англиканской церкви. В общем, сохранили католичество. Вот такой небольшой католический анклав неподалеку от Ливерпуля. Но я туда не пойду, потому что у нас сейчас очень мало светового дня осталось. А вечером туда идти после футбола, ну, честно говоря, довольно страшно. Я читала, что там до сих пор нет фонарей. И мы как-то проезжали там с моим другом на машине. И действительно, фонарей там, по-моему, нет. В свете фар все смотрится очень так мрачно. Вот. Но красиво. Но заснять это без специальной техники просто невозможно. Могу, интересно, сейчас пошутить, что в той деревне живут староверы. Наверное, могу. Кто мне запретит? Ну вот мы с вами и на берегу Ирландского моря. Извините, если звук не очень, потому что здесь ветрено, как и полагается. Хотя, видите, отлив довольно большой. Море далеко. А вот, видите, стоит человек. Но это не человек, это скульптура. Всего таких скульптур здесь 100. Они все обращены лицом к морю, смотрят туда. И они все представляют собой копию тела, если можно так сказать, автора Энтони Гормли. И вот я сейчас как раз к такой скульптуре подхожу, которая довольно далеко находится от моря, поэтому к ней можно подойти и не замочить ноги. Вот, пожалуйста. Ну да, такой он, конечно, смотрите. Привет. Ну, естественно, эти скульптуры не сразу и не всем тут понравились, когда их поставили. В общем, просили убрать, потому что они голые. Соски закрыты, кстати, даже мужские, видите? Инстаграм пропустит, правильно? Вот, но потом, короче, сюда поехали туристы и решили, что, ну, пусть будут. Тем более, что это смотрится довольно красиво и апокалиптично. Тут вообще много такого апокалиптичного. Вот, например, вот эти ветряки, которые здесь повсюду просто окружают просто этот пляж. В общем, тоже смотрится весьма пугающе. Ну, соски-то закрыты, но, смотрите, не все закрыто. Вот видите, номер 62 у него на руке. Всего таких фигур должно быть 100. Но, разумеется, современное искусство, оно предполагает самые различные трактовки. Я, например, в интернете видела мнение, что эта вот скульптурная группа под названием Another Place, другое место, символизирует не что иное, как иммиграцию. И, кстати, в таком случае совершенно прекрасно вписывается в эту теорию история самих скульптур, которые были выставлены в Германии, в Норвегии, в Бельгии, потом их привезли сюда. Здесь они сначала людям не очень-то понравились, их собирались отправить в Америку, а потом местные сказали, нет, пусть они остаются здесь навсегда, вот они и остались. Но все равно смотрят вдаль, потому что немножко тоскуют по прошлому, по оставленным местам, но в то же время надеются обрести здесь настоящий дом. Это вот одна из трактовок, не знаю... Это не трактовка самого художника. Ну, а сам художник считает, кстати, что берег моря прекрасно подходит под его идею. Его идея достаточно проста. Это противопоставление человека, человеческой жизни. Просто это вот скульптуры среднего мужчины, средних лет, не героя, не идеала, просто обычного человека, противопоставленной стихии, природе. И вот он просто здесь стоит, смотрит вдаль. А мимо проплывают корабли, идет жизнь, всякие индустриальные вещи тут происходят. В общем, противопоставление человека и
планетарного времени. Вот так вот. Какая трактовка лично вам больше нравится? Выбирайте. Вот смотрите, наверняка вот эта фигура точно под воду уходит с головой периодически, потому что, вся заросла уже. На подставочке стоит. Ну что ж, рассказала и показала я вам немножко пляж Кросби знаменитый. Кстати, купаться здесь нельзя, вода здесь коварная, холодная и опасная, может утянуть, поэтому этот пляж примечателен, собственно, в первую очередь этими скульптурами и тем, что здесь можно гулять, и здесь прекрасно гуляют с собаками. И вот, кстати, я помню, когда я первый раз там приезжала в Ливерпуль, мне все было интересно, где же живут звезды мировые, потому что вряд ли они могут жить в центре Ливерпуля, который сам по себе достаточно компактный. А рядом с центром там, в общем-то, явно не особо места для богатых футболистов. Так вот, мне сказали, что в основном эти все звезды живут либо в Кросби, либо в Формби. Это тоже такое, достаточно спокойное место. Вот. В основном в Формби. Но вот здесь, в Кросби, жил, например, Карло Анчелотти. Ему здесь очень нравилось, когда тренировал Эвертон. И Ришарлисон. Ришарлисон ходил на пляж с собаками своими. Солнце просто стремительно катится к закату, а мне еще нужно вам одно важное место здесь показать. Я думаю, я до него дойду, покажу, надеюсь, солнца еще хватит на это время. А потом, думаю, вернусь на станцию и начну сюжет заново, но уже только про футбол, про Марин. Очень хорошо, что я успела сюда добраться до темноты. Вы можете увидеть башенку за моей спиной. Башня эта принадлежит школе Merchant Taylor School, которая сыграла большую роль в истории футбольного клуба Барселона внезапно. Дело в том, что там учились Эрнест и Артур Уитти, одни из основателей Барселоны, вместе с Жаном Гампером, и они здесь играли в регби. Играли именно в тех цветах, которые позднее стали принадлежать Барселоне. Они, говорят, предложили эту идею Гамперу, и ему эта идея очень понравилась. Еще бы она ему не понравилась, он сам, в общем, играл в Базеле, который примерно в таких же цветах играет, как вы знаете. Вот интересно, что здесь много машинок красных и синих. Я как-то вам говорила, что здесь, в Ливерпуле, это очень яркое свидетельство того, что владельцы этих машин болеют за определенные команды. Красных я вижу больше, а вот синяя — это болельщик Эвертона. Просто 90%. Что ж, показала вам, рассказала, и школу показала. Правда, там, к сожалению, нельзя ближе подойти. Или можно, но у нас уже нет, к сожалению, времени. Я думаю, что я еще немножко переоденусь, утеплюсь, потому что к вечеру наверняка будет холодно. Слушай, я когда там жил, я на Марин за 4 года ни разу не сходил. Потому что у меня был товарищ с Хайтауна, который болел за Саутпорт. И мы просто с ним и с его отцом ездили в Саутпорт. Там детские билеты были по 2,5. И Саутпорт тогда играл в конференс, то есть то, что сейчас National League. Тогда, в 90-х, National League это была полупрофессиональная лига. То есть сейчас все сильно изменилось, потому что же они поменяли систему перехода из дивизионов, из 4-го, грубо говоря, в 5-й. То есть сейчас National League это в основном там 2-3 четверти профессиональных клубов. Так что Саутпорт мне был ближе, чем Марин. То есть я знал, что Марин есть, я знал, что Марин как минимум 2 раза, по-моему, не выходил более высший дивизион, потому что у них был слишком маленький стадион. То есть там он слишком заткнут между домов, то есть они построят новую трибуну, а дальше расширяться некуда. Так что на Марине я до сих пор никогда и не был. Надо сходить. Когда-нибудь я доеду опять до Кросби в один из своих приездов. Надо будет это как-то организовать. Что сказать, обожаю вечерние матчи. Медвиг, что поделать. Это сразу плюс 100 качества видео. Да, это мой сарказм такой неуместный. Но, тем не менее, пойдемте посмотрим. Сегодня ФК Марин принимает Спеннимур Таун. Это 6-й уровень английского футбола, национальная северная лига. И Марин сейчас идет на 22-м месте среди аутсайдеров, а Спеннимур Таун на 11-м. В общем, ничего хорошего сегодня для Марин не жду, но болеть буду за них. Паб рядом со стадионом The Edinburgh Inn, но местные называют его The Bog. Я не знаю почему. The Bog. Где Эдинбург, а где Бог? Я пока тут хожу вокруг стадиона, смотрите.
Но он очень старый, конечно. Чувствую себя как в фильме ужасов. Что здесь? О, здесь светло, можно наговорить. Вообще клуб «Марин» был создан в 1894 году. Представляете? Это уже очень-очень старый клуб. Но звезд с неба не хватает. Тем не менее, существует. Не развалился, не пропал. Это уже очень круто. А знаете, кто почетный патрон команды? Сэр Кенни Далглиш. Ну вот пока есть время, мы тут гуляем вокруг стадиона. Смотрите, как интересно видно. Вон там стадион, а здесь дома. Интересно, как часто им в окна мяч прилетает. The houses on this street back onto the football stadium, so there is no stand behind these houses, and so at the side of the pitch they have the numbers of the houses, so that if the ball goes into them, somebody will know which house to go to collect it. Должно быть очень прикольно тут жить. Ну и, кстати, потому что здесь нет трибуны, вероятно, клуб не может подняться выше в лиге. То есть они сейчас в 6-й лиге, это для Марин и так высоко. Но, вероятно, если бы они стояли на выход в 5-ю лигу, их бы просто туда не пустили, потому что их стадион для этого не приспособлен. Yes, they wouldn't be allowed to because they only have a small stadium that has 3 sides. It wouldn't be accepted. Yeah, unfortunately. But maybe they're gonna build a new one? Yet there's talk of them building a new stadium somewhere in the local area because it's still a community football club, so they don't want to move out of the area, but it's also a very expensive area, so it will cost them a lot of money, and there might be people with expensive houses who don't want a football stadium near them. Боже, да, соседи — это всегда проблема. Вот вы бы хотели жить рядом со стадионом? Напишите в комментариях. Я бы, кстати, не знаю. Не уверена. Так, ну вот мы наконец подошли к стадиону. Вот и бар. 1894 — это год образования клуба. Но, кстати, бар построили совсем недавно. Это удивительная история, когда Марин вышел в 3-ю стадию FA Cup и играл с Тоттенхэмом. Они проиграли 0-5, но собрали кучу денег. Я не совсем понимаю, как они умудрились собрать столько денег, чтобы открыть бар, потому что, по-моему, это был ковидный сезон, 21 год, и мне кажется, что людей на матче не было. Because no fans were allowed in, they did online offers to encourage people to buy virtual tickets and virtual programs, I think. And you got a huge amount of Tottenham fans buying tickets, and that gave them a lot of money alongside the TV money that they picked up. Probably far more in ticket money than they would have had if the stadium had been open. So they built this bar and bistro. Ладно, надо идти покупать билеты. Посмотрим, сколько стоят билеты. Thank you. Красивые билеты. 15? Нормально, не так, чтобы очень дорого на самом деле. Let's go! I don't know which one's which, but There's one. There's 2 bottles of cheers. Эти узкие проходы. Yeah, all good. Cheers, thanks. Okay, yeah. Вот мы и на стадионе.
А вот и клаб-шоп. Смотрите, какой маленький. И тут же офис. В общем, все как мы любим. Нон-лига. Пойдемте смотреть, что там есть. О, маленький. Hello. Смотрите, целая книга историй. Здесь есть значки самых разных клубов. Я сейчас борюсь с соблазном купить их все. Вот даже что есть. Привет. Так, ну вот это уже совсем рандомно. Интересно, что на значках другая эмблема, не такая, которая сейчас у клуба. Возможно, это старая эмблема. Надо узнать. Why the badges of Marine are not the same as they currently? Oh, yeah, apparently it's too complex a design, so it's just like the simple shield in the middle, which is like the Sefton shield because we're in Sefton. That's what they told us, that they couldn't make that in badge form because it's just too complex a design. That's what so they said. Simple. Yeah, that's simple. Yeah. Ну вот смотрите, здесь есть стоячая трибуна. Там за воротами, вероятно, тоже. И наверняка там фанаты Спенни Мура, если они приехали. А вот там нету трибуны. Там вот те дома, которые мы с вами видели, когда бродили вокруг стадиона. Ну, там тренерская скамейка. Ну и, собственно, главная трибуна фанатов Марин. На самом деле, я довольно много читала про Марин перед тем, как прийти сюда. И, ну вот, например, здесь начинал карьеру Джейсон Мактир, известный футболист Ливерпуля. И, как я уже сказала, патроном команды является сэр Кенни Далглиш, что довольно примечательно. Я сначала подумала, что это потому, что он по приколу решил стать патроном этой команды, потому что у него жену зовут Марина, команда Марин. Ну, оказалось, что все не совсем так. Apparently so, yeah. It's something I've heard. I've never seen him here though. But I know Kenny very well, because I'm a Liverpool fan too, so yeah. Why he decided to be a patron of Marine FC? I'm not sure. I don't know. Honest answer, yeah. I know that Marine has some amazing records in the Guinness book. The manager who spent you know about him. Can you tell about him? Yeah, Rowley Howard. He was the he was the window cleaner for Kenny Dalglish. So I imagine that's one of the main reasons Kenny is patron, you know. Ролли Ховард тренировал Марин с 1972 года по сезон 2004-2005, то есть 30 лет и 3 года без малого. Он вошел в книгу рекордов Гиннесса как самый долго работающий с одной командой тренер, и, честно говоря, я не понимаю, почему это не Геру. Ну ладно. Может быть, имеется в виду именно в Англии, но на самом деле там тоже есть человек, который мог бы оспорить этот рекорд. Это Джимми Дэвис из команды Waterloo Dock, тоже из Ливерпуля. Он тренировал клуб ровно 50 лет и в 2013 году завершил карьеру. Там вообще интересная история, он бывший докер, и вместе с другими докерами они основали эту команду в 1963 году. И Джимми Дэвис почти все время существования ее и тренировал, став тренером, если не ошибаюсь, в 21 год. А вот Ролли Ховард действительно мыл окна, в том числе у сэра Кенни. Так, ну наш в черно-белом. Вот, между прочим, мы с вами говорим тут о рекордах, книга рекордов Гиннесса, прочие дела. Так вот, еще один рекорд. Когда Марин играл против Тоттенхэма, вот тот самый матч, который позволил им потом построить бар, они были на 161 место ниже Тоттенхэма. 161. Я не могу себе представить. В общем, это рекорд. Никогда команды вот такой разницы в классе не встречались между собой в FA Cup. Спенни Мур scored.
Ну что ж, Спенни Мур забил достаточно быстро, но мы с вами этого ожидали, потому что они все-таки намного выше в таблице. 11 место, это против 22-го, ну как бы серьезно. Здесь отдельно продают снеки и пиво. Пиво, я так понимаю, где-то здесь. Вот здесь. А, вот пиво. How much for a pint? £3.90. £3.90. That's good. Вот это я понимаю. Причем люди здесь пьют пиво литрами. Действительно, чего стесняться. What's your favorite memory? I've got loads. I've been coming. I mean, I've just turned 45, and first time I came here was probably when I was about 7 or 8, back in like 1987, 88, and but I remember vividly they had an FA Cup run in the early 90s. They got to the second round, I think, that year, but they played Halifax here. The ground looked a lot different, and I was about 12, I think. But yeah, it was a great day. We beat Halifax Town, and an ex-Liverpool player was playing that day called Jimmy Case, who also played with Kenny Dalglish for Liverpool. And then obviously, latterly, there's the FA Cup run during COVID, which was that's some history sort of being made right before our eyes. And unfortunately, none of us could be here, but it was we've reaped the benefits, and we're in the National North now, and we're going from strength to strength. Ну вот все эти угловые, которые здесь бесконечно просто подавал Марин, в итоге ни к чему не привели. И Спенни Мур сравнял 2-2. Хороший матч мы с вами смотрим. Мерсисайд, мне кажется, достаточно курьезное место, потому что здесь болеет за Ливерпуль, болеет за Эвертон, есть Транмир, который за рекой, а нон-лиг футбола, когда я здесь рос, мне кажется, до сих пор его как такового почти нет. То есть, например, если взять тот же самый Марин, мне кажется, сколько настоящих болельщиков Марина, и сколько из них болельщики Эвертона и Ливерпуля, которые иногда ходят на свою местную нон-лигу. То есть я знаю болельщиков Ливерпуля, которые живут в Кросби, они иногда заглядывают на Марин, но они болельщики Ливерпуля. То есть они как бы играют в эту нон-лигу. То есть для нон-лига это не все может быть для них. Может, они знают каких-то там игроков или кто-то там в клубе работает, но это не то, чем они живут. Они живут Ливерпулем, например. То есть мне кажется, Марин просто оказался в такой курьезной ситуации, когда как бы ни то, ни сё. И мне кажется, то, что сейчас они вышли в 6-й дивизион, для них это, они прыгнули достаточно высоко. Поэтому я не удивлен, что они в этом сезоне стоят там в зоне вылета. То есть для них, мне кажется, выжить в National League North будет большим успехом. Who supports Marine more, Everton supporters or Liverpool supporters? I think it's fairly mixed, to be honest. I'm always going to be biased. I'd say Liverpool, but I think majority of people living locally, I think
we all have a second, you know, Marine's our second club, but I think a lot of the time, I think Marine sort of has, you know, has become people's first club, you know, because of the cost of the Premier League and stuff. So, yeah. Ну что, довольно обидно получилось. Вели и на практически последних минутах пропустили 2-2. Но в целом я довольна, потому что я думала, что будет намного все хуже. Посмотрим на лица. Лица не очень довольные, честно говоря, у фанатов. Ну, вот такая команда Marine FC, интересная. Вот познакомила вас. Надеюсь, вам нравится. Подписывайтесь, ставьте лайки. Это все помогает продвижению канала, как, в общем, принято говорить. Увидимся скоро.